Привет! Сегодня мы вспомним 3 старые игры, в 2 из которых ты, скорее всего, играл, если ты прям не очень молодой, а про третью, возможно, даже не слышал. На дворе 2010 год. Я стою перед компьютером, держу в руках диск, конечно же пиратский. На диске написано Fallout 3. Конечно же, тогда я еще не знал, что это уже культовая франшиза со своей армией фанатов. Я просто с головой погрузился в этот постядерный мир с обилием квестов, оружия, брони, навыков. А какая у меня была неописуемая радость и восторг, когда я узнал, что есть еще и 5 дополнений. В особенности Broken Steel, которая позволяет нам играть после завершения основной сюжетной линии. Но мое любимое дополнение — это Point Lookout. А какое ваше? Пишите в комментариях. Помимо официальных дополнений, стараниями фанатов в игре есть огромное количество модов, просто тысячи. Их клепают до сих пор. И на англоязычных ресурсах, таких как Nexus, и на русскоязычных, таких как Mod Games. Тогда у меня был еще очень плохой интернет, поэтому я шел в гости к другу, он скачивал мне все эти моды на флешку, потом я бежал домой и устанавливал их у себя. Стоит ли говорить, что я отыграл все концовки? И плохие, и хорошие, и нейтральные. Но давайте честно, кто из нас не взрывал мегатонну? Хотя бы ради прикола. Конечно же, если говорить объективно, Fallout New Vegas лучше, и в него я играл не меньше, а может быть даже больше. Я знаю, что многим не нравится третья часть, и она не нравится фанатам первой и второй части, она не нравится фанатам New Vegas, но для меня третья часть является культовой, потому что именно с нее я начинал. И это было не так, что ты прошел, полюбил и забыл. Нет, я играл в нее лет 10, может быть больше, и сейчас готов играть. Благо, выходят разные моды, сборки и прочее. Есть даже мод, который позволяет объединить Fallout 3 и Fallout New Vegas. Кому-то это может показаться диким, какой-то кашей, но искушенному игроку это обязательно зайдет. Конечно же, было огромным разочарованием узнать, что Obsidian не будет делать продолжение по New Vegas, а беседка отошла от этой концепции и сделала 4-ю часть совсем другой. Но радует, конечно, то, что вселенная все еще живет. Во многом, конечно, благодаря новому сериалу, который я не смотрел. Я считаю, что все, что было после New Vegas, это не совсем то. Но эта новая волна популярности дает нам призрачную надежду, что, возможно, в будущем мы таки увидим ремастер на 3-ю часть или ремастер на Fallout New Vegas. На помощь! На мне взрывчатка! Где? Far Cry 2. Я познакомился с этой игрой через журнал. Да, был такой журнал «Игромания». И как-то друг одолжил мне его почитать. И там была статья про Far Cry. Игра показалась мне безумно интересной, хотя я в нее никогда и не играл. Лишь спустя какое-то время ко мне в руки попал диск. Там была, кажется, и 1-я, и 2-я часть. На тот момент игра показалась мне безумно интересной. Конечно, в сравнении уже сейчас, например, с 3-й или 4-й частью игра кажется сырой, недоработанной, но именно тогда были заложены те самые основы Far Cry, которые мы знаем. Из каких-то особенных воспоминаний, помимо того, что я читал про нее в журнале, там еще был момент с предательством, если кто-то помнит. Да, это показалось мне очень крутым, кинематографичным, и было здорово. Если вы хотите вернуться к истокам, если вам, например, нравилась 3-я или 4-я часть, но вы не играли во 2-ю, то да, рекомендуется, так сказать, к употреблению. А в целом, игра, конечно же, немного уже устарела. Но не будем долго на ней задерживаться и перейдем к 3-му месту, к игре, которую, я подозреваю, вы, скорее всего, не играли. С этой игрой я познакомился, будучи в гостях у старшего родственника. У него было коллекционное издание игры с плакатом, с брошюрой, и я этому безумно завидовал. Спустя какое-то время этот компьютер и эта игра оказались уже у меня дома, и я мог в полной мере насладиться этим шедевром. Это игра Джерико, или
Ерихон от Клайва Баркера. Клайв Баркер — это режиссер, сценарист, драматург, создатель культовой франшизы про «Восставшего из ада», если кто помнит такую. Я просто прожужжал все уши своим одноклассникам и друзьям, рассказывая про эту игру. И даже сейчас, спустя уже почти 20 лет, игра смотрится очень-очень даже достойно. Да и я, в принципе, не изменился. Раньше расхваливал эту игру одноклассникам, а теперь я хвалю ее вам. И не просто так. Во-первых, в игре замечательный сюжет, очень интересный, будто ты просто смотришь какое-то кино. Во-вторых, очень интересный геймплей. У тебя там есть 6 персонажей, и ты практически в любой момент можешь между ними переключаться. У каждого персонажа есть свои навыки, свои способности, свое уникальное оружие, есть своя уникальная история. В меню там есть архив, и там описан каждый персонаж, его предыстория, вплоть до цвета глаз. В игре есть магия, религия, крутые пушки, боевые нацисты, Римская империя, тамплиеры. Короче, все, что душе угодно. Но все это собрано очень органично и, еще раз повторюсь, интересно. Там есть открытый финал с предпосылкой на вторую часть. Но вторая часть так до сих пор и не вышла. Возможно, из-за плохих рейтингов у этой игры. Не сказать, чтобы они были совсем плохие, они были скорее посредственные. Что меня всегда удивляло, потому что для меня это был какой-то неописуемый шедевр, и мне казалось, как так, почему так мало. Но я помню, как я лазил по разным форумам, и люди там строили какие-то теории, догадки, мол, вторая часть будет такой, нет, она будет другой. Так или иначе, продолжения, к сожалению, не было, и до сих пор нет. Помимо рейтингов, игра не стала культовой. Бывают ведь игры, у которых плохой рейтинг, но они становятся знаковыми. Это не тот случай. Из интересного еще, пожалуй, стоит отметить отличную локализацию от студии Бука. Ради бога, сделай это! Пожалуйста, помоги мне, Вильгельмина! Только мой отец называл меня так. Мое имя Билли. А на этом, наверное, все. Вот такой вот получился небольшой обзор. Если вам понравилось, подпишитесь на канал, поставьте лайк и обязательно напишите в комментарии о своих любимых старых играх. Пока!